2012-м совершенно внезапно вышла игра про Росомаху. Это последняя игра на данный момент до выхода игры от Insomniac, не считая браузерные игры. Вот только вдумайтесь, самая свежая игра про Росомаху вышла на кнопочном телефоне. Почему это существует? Вы только подумайте. В 2012-м не вышел хотя бы один фильм. Новый классный мультсериал от Marvel Studios уже давно закончился, да и игра использует обычные промо-картинки для оформления, что означает, что ее и не пытались к чему-нибудь привязать. Неужели у них была такая большая надежда на бренд? Может, боялись конца света и хотели что-то побыстрому выпустить? Забавно, что тогда уже переключился на сенсорный Samsung Galaxy Mini, так что пропустил игру и узнал о ней относительно недавно. Продержался бы пару месяцев и, может, вспоминал с теплотой, рассказывал вам, как это было круто. Но сейчас игра жутко взбесила. Окей, вот игра и... Дисней? Как? Откуда? Нет, тогда они, конечно, вовсю уже купили Marvel. Но когда в последнее время вы видели логотип Диснея, когда запускали игру? Да и в принципе, когда дело доходит до Marvel, сложно найти их копирайты. Ведь обычно они хотят, чтобы эти бренды отличались. И не стоит забывать, что фильмы выпускали Fox. Фильмы, которые вовсю выходили, между прочим. Вот как Диснею получилось прилепить свое имя к игре из 2012-го? Что это за параллельная вселенная? В принципе, я всегда говорил, что Логан мой любимый персонаж Диснея. Разработчики хорошо знакомые India Games, которые разработали первого Паука на кнопочном телефоне в 2003. Долгий путь прошли, сначала никто их не знал, они выпустили хит, стали работать на Disney, которые их и закрыли. Кстати, мою обложку и футажи Паука 2003 использовали для статьи интервью на одном индийском сайте, потому что тогда других кадров не было в интернете вообще. Все еще горжусь. Вау, ачивки на кнопочном телефоне. Я уверен, что ради них не придется страдать. Значит, тут есть база данных, причем не только картинки, но и прям кучу текста завезли. На кнопочном телефоне. Кто будет это читать? Возникла новая угроза в виде огромной армии смертоносных боевых роботов, называемых стражами. Эти роботы-солдаты, созданные Боливаром Траском, чтобы отомстить за смерть своего отца, могут быть модифицированы с помощью различных систем вооружения. Что еще хуже, братство мутантов совершило набег на неизвестную базу, где их производят, и заставили Траска перепрограммировать стражей, чтобы они нацелились как на мутантов, так и на людей. И так начинается последняя война, которая определит будущее человечества. Последняя надежда. Используя Cerebro, профессор Икс обнаружил присутствие Мистик и Магнета в комплексе Trask Industries на острове Южный Коронадо, недалеко от залива Сан-Диего. В то время как остальные Люди Икс развернуты по всему миру, защищая человечество от неудержимой волны стражей, Росомаха отправляется на отчаянную миссию, чтобы уничтожить братство раз и навсегда? Это что, сюжет дней минувшего будущего без перемещения во времени? Фильм тогда уже анонсировали, кстати. Неужели игра заранее приуроченная к нему? А ведь дочернюю компанию India Games, UTV, закрыли как раз таки в 2012-м из-за харассмента. Да, такое есть и в индустрии мобильных игр. Неужели на India Games не было надежды и игру выпустили в спешке, пока не закрыли? Хотя сделают это в 2015-м. Мы можем выбрать, какой уровень хотим уже в начале. Неужели разработчики не уверены в их продукте и думают, что люди не захотят играть во все? А ведь уровней всего 4. Наполняется Росомаха на загрузке, прикольно. Значит, кроме текста во вступлении, мы получаем еще и диалоги. Довольно добротные персонажи в своем репертуаре. Что за огромный телевизор, как в той игре на NES? В плане графики уже можно понять, что все круче, чем в прошлой Java игре. Не только потому, что персонажи выглядят как в комиксах, но работа с цветами, шейдинг намного круче. Однако, несмотря на крутую графику, локации еще хуже, чем в прошлой части. Не могу поверить, что скажу это, но скучаю по тем пейзажам. Здесь все уровни одна лаборатория. Несмотря на интересные названия: Сан-Диего, Глубина тьмы, Металлические джунгли, Геноша, все уровни выглядят одинаково, и я не люблю здесь находиться. Только в конце вам может показаться, что будет что-то другое, но стоит немного побегать направо, и вы заходите в привычную лабораторию. Когда у обычного врага в самом начале уровня хелдбара, как у босса, это всегда хороший знак. Воу, это точно не игра про Флэша. Значит, это битэмап, что очень неожиданно, ведь до этого абсолютно все 2D игры были простенькими. Обожаю битэмапы. Это самый ужасный битэмап, в которого играл. По сути, тут тоже качество, что и у первой игры India Games, которая вышла 9 лет назад. Она простенькая и кривая. Только та игра была веселой. Как мы привыкли, враги быстро снимают жизнь, мы их долго бьем. Это уже стандарт для Росомахи, у него никогда не будет веселых игр. Блок не работает, но спасает положение эта шкала. Она наполняется, и вы можете делать комбо. Да, чтобы делать комбо,
комбо нужно накопить шкалу. Эти комбо очень удобно выполнить на кнопочном телефоне. Нужно нажать 2 раза на бег, потом на удар, и влево-вправо удар. И блин, неужели нельзя поставить автокомбо на звездочку или клетку? Зачем должен мучить свои пальцы? В игре есть уклонение, в котором не нуждаемся. При помощи него далеко не дойдешь. Можно просто бегать, чтобы избежать врагов. Есть прыжок, который используется только иногда. А атаки в прыжке изначально нет. Ее дают потом. Неужели нельзя было вырезать эти бесполезные функции и подстроить эту игру под драки на земле с быстрыми атаками на кнопку 3 или 9? Значит, первое комбо самое лучшее. Им моментально можно победить любого врага из 2-3 ударов. Да, его сложно выполнить, сломайте пальцы, но это самая лучшая атака в игре. Второе комбо выглядит так, и кажется, это будет полезно, ведь радиус выглядит приличным. Но обратите внимание, я не могу задеть врага, который совсем рядом. Всех врагов фиг заденешь. Все знают игру Sonic Battle. Противников сложно задеть, потому что они находятся в другом, скажем так, измерении. Здесь то же самое, только я совсем не понимаю, в какой именно пиксель я должен попасть, чтобы их хоть раз задеть. Зато враги всегда находят к вам подход. Роботы круты в начале по сравнению с солдатами в прошлой игре, но они быстро начнут бесить. Особенно учитывая, как все-таки быстро они вас убивают и как долго нужно стоять на месте, чтобы пополнить жизнь. Но вы даже на месте не можете стоять, потому что по вам постоянно стреляют издалека. А враги на супер скорости к вам прибегают, и вы просто устанете постоянно бегать, пока не пополнится жизнь. Левел дизайн у игры странный. Ну то есть, вы знаете, как в хороших играх вы сразу понимаете, куда пойти, даже когда играете впервые. Тут вообще непонятно, что от вас хотят разработчики. Нужно идти налево или вправо. И тут и там враги, которые убивают моментально. И непонятно, на что тратить свое время. Куда мне идти, чтобы пройти уровень и не застрять на сложных врагах, которые находятся в тупике. Мы также собираем мутагены и также апгрейдим. Вот только мне кажется, тут они важнее. Потому что после прохождения первого уровня не смог ничего купить. Не хватает мутагена. Ну то есть, теперь вы не можете просто тратить все свои мутагены на одну полоску. Нужно собрать несколько, чтобы получить один сегмент. Видимо, надо реально качаться, чтобы пройти без проблем. Этот большой компьютер интересный, появляются надписи типа «Мы его хакаем», но вы должны смотреть на этот экран каждый раз. А после просто получаете досье в базе данных. О, как же я обожаю кривые мини-игры, где нужно попадать в тайминг на кнопочном телефоне, который и так показывает всего 15 кадров и не моментально реагирует на ваши команды. Прикольно деремся с Мистик, этого не было до этого, причем она по вам стреляет, бьет ногой, а еще копирует вас. Но это не так прикольно, когда вы понимаете, что теперь испытаете свои же атаки на себе. А еще Мистик тоже быстро двигается, когда превращается, и непонятно, кто есть кто. Зато можно атаковать во время превращения, и оно не сработает. Эта битва очень сложная и долгая, но потом понимаете, что можете использовать комбо. 2 удара и все. На втором уровне Росомаха и Ксавьер долго топчутся на месте, говоря одно и то же. Серьезно, они просто другими словами говорят, что нужно исследовать базу, не добавляют новую информацию. Мне кажется, это такая шутка от разработчиков. Как и вступление, ведь никакого апокалипсиса не будет. Вау, куча врагов, которые убивают моментально, после которых надо победить кучу врагов, которые убивают моментально, и если проиграли, то нужно еще раз победить кучу врагов, которые убивают моментально, после чего надо победить вторую кучу врагов, которые убивают моментально. Я не буду такое проходить, я отказываюсь. Стоп, помните начало игры? Да! Я не должен в нее играть. Все уровни и так открыты, игра уже пройдена. Какое облегчение. Мне нравится, что Магнето хочет оторвать наш скелет. Представляю, как весело с ним драться, когда он летит. На последнем уровне он показывает гигантского робота, но мы все равно деремся с ним. Не торопись, братан. Музыка плохая, игра просто пищит. Столько людей работали над этой игрой, и что они сделали? Во времена NES 4 человека могли сделать лучше. Не могу поверить, что скажу это, но DS-версия лучше. Это хотя бы игра, а не кривой бардак. Ее можно запустить, выучить управление, попытать удачу на боссах, поплакать. В общем, получить реальные эмоции. А от этого отстоя лучше держаться подальше. В следующий раз, наконец-то, версия на PS2. Ура! Мы спасены! Еще одна плохая игра.